Итак, ребят, я вас всех приветствую еще разулю на сегодня. Давайте посмотрим, от чего вы отказались сами, или же наоборот, от чего ушли неблагоприятного. Так, смотрите, уже у каждого там свои ориентиры, да, что сравнить. Вот, допустим, произошло некое событие, некоторые факторы энергетического плана. Вы думаете, то ли просрал что-то, то ли приобрел. Ну, как вариант. Светлана, выбор во благо. Сегодня даже по потоку интересно получилось так. Так. Давайте посмотрим. Опа, как. Ну, значит, так и на... Блин, сюда 4. Эти почему-то пока лишнее не хочу. Так, ну давайте будем смотреть. Чтобы мы поняли, на что так, и еще третий вариант. Ну, не вариант, а бля, как все запутано там, как все. Смотрите, ребятушки. Во-первых, на ваш статус королевы Пентаклей, жена, мать, бизнес, ваше богатство, щедрость, благодать, ваша свобода, ваша защита, ваше достоинство и процветание. При десятке кубков, при жизни радостности. Тут мороки накидывали. А ваши предки духи рода вам помогли. И второе, здесь пытались ваши защиты снять, чтобы чистки не получались. Знаете, как выбить вас из колеи, чтобы вы не боролись, потому что кому-то здесь летит. Но здесь у вас есть баланс. Вы сбалансированный человек. Здесь ваши недруги, не понимают, за счет чего вы проходите это все, потому что вы в гармонии, свет и тьма. У вас твердость ваших мышлений, согласие. Вас в тупики хотели ввести. Возможно, через фантомы тех, кого вы любите, возможно, даже тех, кто из вашего рода. Здесь прям понимаете, как... Два мужчины, давайте, пусть так будет, да? Это могут быть и бабы на мужских энергиях, и мужик, и баба. Но, допустим, один заплатил второму, чтобы найти фантом, через который вам можно сделать больно, тем самым сделать подключку. Да, здесь обращение к магу. Одним мужиком было ко второму. Чтобы тот нашел слабое звено. Но тут нежданчик случился. Тут этот маг напоролся на то, что в принципе у вас распаковывается. Он сам немножечко охренел с того, что ему отвесили. На его уровне. Вы, возможно, еще не понимаете, что это.
но будете узнавать со временем. А вот этому магу отвесили. И отвесили так знатно. Так что я хочу вам сказать так. Что вы здесь могли упустить, просрать? Если повлияли мороки на вас по статусу королевы Пентаклей, жизнерадостность куда-то ушла, допустим, с детьми, там, с родственниками, с любимым проблемы, значит, вот это вы просрали, сами допустили. Но в общем контексте вы здесь все равно выходите в дамки. А естественно, расклад не для всех. А здесь предки духи рода вас быстро чему-то обучали. Почему, видимо, это к вам и подпустили? Да, для того, чтобы вы взяли преимущество в дальнейшем. Из королевы Пентаклей, да, в императрицу. А здесь, ребят, трансформация. Трансформация древа рода, ваших традиций, эгрегора, ваши вопросы с эгрегором вашего рода. Здесь чистка. Здесь, ребята, чистка. Здесь реально кого-то, как нам показали мага, завалили в капканчик. Да, теперь кризис и бедствия у человечка. 8 мечей, если кому интересно. Вот. А ну-ка, насчет сбалансированности мне интересно. Прям перекрывали. Здесь, кстати, опа, на деток могли воздействовать на ваших. Угу. Да, им надо было заключить договора, к вам подлезть третьей энергией. Но у них не получилось. Башня пошла по всем фронтам. И тут, знаете, такой интересный момент. Практик-то знает, что его ожидает. И, видимо, заказчик понимает, что ему будет еще хуже. Однозначно будет хуже. Потому что многие многого не знают, конечно. Но почему, бывает, отлетает человеку, а не практику. В общем, ладно. Да, смотрите, здесь били по 2 кубков. По вашей любви, по дружбе, с кем бы у вас там ни было, понимаете? Надо было засеять раздор, вас отвлечь. По детям что? Ну вот дети могли стать взбаламученными, короче, взбалмошные, да? А вот оппозиция ко всему, как будто бы война, выражение чего-либо, понимаете, как протест. Для ребенка типа это героический подступок, да, считался. О, девочки и мальчики, здесь, знаете, давайте я вам скажу так, здесь 15-й по-своему поработал с вашим детем, но это ребенку во благо, не сразу, не думайте, что это быстро, но таким образом здесь прошло, понимаете, как проработка 15-го. Ну, вы здесь как королева мечей могли сыграть, понимаете? То есть и защита, и нападение, и свои позиции защищать могли тоже. Решимость великая. О, как интересно. У вас скоро решатся эти проблемы. Здесь вы могли пойти в новое знание, чтобы отстоять своего ребенка. Либо свою энергию, ребята, да, смотрите, у каждого по-своему. Если по вашим энергиям, то здесь понятное дело, что здесь прохождение 15-го. У вас прям бунт,
понимаете, и новый виток. И опустошение, и создание, понимаете, и мастерство надо было проявить, и что-то и потерять, и, ну, вот быстро и всего много. Вот так вот. То есть, да, здесь все-таки есть то, что вы потеряли. Возможно, в чем-то разочарования какие-то, да, то есть вот такое. А ну-ка, вот теперь все. А девочки, кто в паре, здесь прям страдания и ссоры на вашего мужчину могли направлять. Да, на вашу пару. Угу. Но вы знаете, у этого мужчины достаточно знаний, достаточно опыта для того, чтобы понимать, кто вы и что он прошел, и как ему вообще далось то, либо иное в его жизни. Здесь он умеет много чего сопоставлять, если он вообще не, ну, ведающий человек. Поэтому там, ну, он кое-что сделал, давайте скажем так, быстрой деятельностью. Вот, чтобы вы поняли. И как-то это все убралось. Не как-то это все убралось, человек просто прорабатывает. Так, а ну-ка давайте еще на этих посмотрим. Что-то у нас поток нынче начал получаться длиннее, чем такие расклады. Вы знаете, вы ушли от неприятных отношений. Вы ушли от неприятных отношений, двигаясь за своей целью. Получаете подарки, наследство от рода. Здесь родовые награды, здесь положительный исход, здесь совершенство. Ну, 21-й аркан здесь по этой колоде. Двигаясь за своей целью, вы умеете принимать правильно и отдавать энергии, время, деньги, усилия. Здесь на очень долго вы выходите в определенную значимость за свою инициативу перед миром мертвых. Ладно, давайте так, что вы потеряли? Ну, может, вы все-таки что-то потеряли? Опа-на! Опа-па-па-па-па. Да, ребят, вы потеряли. Здесь закрытие родовых вопросов с вашего рода, вопросы с эгрегором религиозным, который очень долго, 6 поколений минимум. Мне почему-то 6 братьев, 6 детей идет. Для кого-то это важная информация. Может, вы что-то сопоставите в своем роду. 6 поколений вряд ли, но там дальше поколений, намного дальше. Но вот 6 детей, 6 братьев, не знаю даже, что это, потом отпишитесь мне. Здесь, смотрите, здесь вопросы рода, когда разные поколения делали один и тот же урок, пройти не могли, понимаете? Крадники, здесь смерти из-за этих крадников, убийства, люди уходили из жизни, разрывались сердца, понимаете, не вывозили, сдавались. Эгрегор пожирал души, на переработку пускал для своих нужд. И здесь идет именно смена, ну, здесь род меняется, уходит, вышел в борьбу он. Да, вы, возможно, воевали, отстаивали, либо в процессе. Род выходит на новый уровень. Да, благодаря вашей смелости. Благодаря вашему, возможно, сочетанию инь-янь,
равновесие, понимаете, взвешивание и уравновешивание в конфликтных ситуациях. И еще у вас защита от высших есть и от сил. Да, за вами следят, нападают люди, то есть через них действует эгрегор просто-напросто. Но это все разрушается, ребят. Это все идет, у вас освобождение идет здесь, понимаете? Ну вот реально новый виток, ну елки. Вот кардинально для вас новый виток будет. И опять же таки, ну здесь не для всех. Просто с каждым разом, понимаете, что там вопросов много родовых, да? В общем, ладно, это будет долгая такая тирада, если я начну объяснять. Этап за этапом идет очищение рода. Давайте я вот так объясню. Ну, здесь чистка. Планируйте поездки безумные. Ребят, здесь ваш выбор много чего для вас решит. У кого-то здесь любовь, да, смотрите, влюбленная, десятка кубков. Здесь создание семьи. И смотрите, здесь в этой колоде восьмерка кубков, это прочная любовь. Праздники, то есть если отношения, то долгие, где будет конкретность, понимаете, где будет большая радость, где люди будут в вас вкладываться, а не так, как ваши недруги только воровали, воровали и воровали. Те люди, понимаете, им нечего дать, потому что они не наполнены. О, да. И здесь у вас победа, успех будет, развитие, как вас, так и вашего партнера. Либо же вы сделаете выбор в общении с кем-то. Может, вы поменяете сферу деятельности, место работы и вот попадете в классный коллектив, понимаете? Смотрите, будут мороки накидывать. Вот о чем был поток, да, до этого, по вот этим картам, по вот этим информация. Вот вам мороки будут пытаться накидывать, но по справедливости вы будете исцелены. Да, еще и карта мага выпадает, потому что вы маг своей жизни. Ждите неких подарков, наследства для вашего нового начала, дела, для вашего изобретения. От принципов не уходите, удачи на вашей стороне. Послание от 15-го вам будет о новых, так сказать, защитах. Давайте я вам так скажу для вас. Будут новые защиты для вас. Так что здесь, да, здесь потерь было предостаточно, ребят. Но знаете что? Здесь даже если вы подумали, что мать его где-то ложанул, да? Нет, нет. Здесь хотели проманипулировать именно через фантомы, воздействие на вас с помощью ритуалистики. Да, ваша фортуна, ваши знания нужны. У вас защита. И эти люди не просто, понимаете, они еще, заманили в капкан. Их древо рода сейчас будет схлопнуто, а вы идете на новый виток. Фортуна на вашей стороне. Все, фортуна крутится в вашу сторону. Как же им хочется славы, ловкости. Им наказание валит по закольцовке. Ничем не получится у них воздействовать на эту ситуацию. Ладно, допустим, да? Допустим, они эту десятку мечей вот вам планировали. Или давайте посмотрим так. Что это лично для вас десятка мечей означает? Видите, ваша стабильность, ваш дом, семья, недвижимость, дело, работа вносили дисбаланс. Да, стабильность, императрица, королева жезлов. Тут нет. Для вас десятка мечей, это означает, что наказание получают по закольцовке эти люди.
Очень им не нравится ваша деятельность. Угу. Да, хотели это, знаете, чтобы вы подугасли. А у вас переход пошел. А у вас трансформация. Вот так вот. Так что здесь для вас... Угу, вы еще и с 15-м. Ладно, для вас 15-й как? Кто с кубков, ребята? Нет, с 15-м здесь... Вот у кого есть проблемы с 15-м, знаете, здесь могут смотреть те, которые делали гадости, переворачивают здесь весь расклад. Я специально уточнила десятку мечей именно для вас, чтобы вы воочию увидели, какие карты для вас выпадают. Смотрите, здесь люди будут думать, что вам наказание идет, а у них на себя вот это перетягивать. Не, Най, уже не получится это. Не получится. Вот здесь парочка работала, здесь, знаете, вот здесь будут собраны люди. Вот там два мужика нам показала. Вот здесь мужик с бабой мог работать, со своей мамашей, со своей сестрой, допустим, с теткой, потом со своей шкурой какой-то очередной, неважно, какая там она у него по счету, понимаете, мог быть общий бизнес, и против вас вот у них общие интересы, клуб по интересам, понимаете, вам гадости наделать. Вот у них там будет тоже очень интересное в ближайшие недели. Вот, но об этом мы поговорим позднее, в принципе. Пусть, знаете, тешится своими моментами. Здесь подбираются люди, которые подвое работали против вас. Подвое. Кооперировались, подключали третьих, четвертых, пятых, шестых, неважно, и против вас гнали. Да, магия. Вот им наказание сейчас за эту магию будет шарабашить по всех их жезлам, по всех их делам, изобретениям, по удаче, по наследству, по их принципам. У них только точка отсчета началась. За их обмен, за их плату, за их треугольники. Ой, как они надеялись за прекрасный результат. Здесь мужик вылазил в статус императора. Хотел быть отцом, мужем, силу власти иметь, полномочия, стабильность при законе. Ну, короче, чтобы закон законил так, как ему было бы выгодно. Вот, ну, короче. Хотелось ему, тут были плачены денежки за то, чтобы этот статус нагоняли искусственно магией, понимаете? Да, фальшь, обман, двуличие, вероломство, вот. Так не императора. Сразу же изначально Таро Некро показала пажа. Понимаете, паж. А он мнит себя императором. Даже если там женщина, пажиха, но на мужских энергиях и ей статус императора подавай. Все. На костылях. Аля-улю. Возможности просраны. Человек не ценил то, что ему было дано. Много чего просрал, не использовал, продал на самом деле за то, чтобы ему намагичили. И он думал, что он платил деньгами, а платят там другими вещами. Страдания, грусть, плохое самочувствие, болезни, стационары и тому подобное. Ой, знаете что, здесь мужик крайне неуверенный в себе. Не удалось там где-то в отношениях, где-то его выдвинули, вдвинули, понимаете? Я за фортуной побегу, я в учебу подамся, я там буду одинокий волк, бля, понимаете, такой бегу волк. Обучение привело к обману, ожиданиям, к ноше, и он здесь золотого тельца у себя на горбу тащит. Поклонение золотому тельцу было человеком. Ради славы, ловкости, да. Понимаете, чтобы люди считали человека благородным, а он таковым не являлся. Тройка мечей. Тут такие чудеса будут по сфере императора твориться. Вот то все, что... Вы знаете, я, ребят, вам советую так. Запаситесь как
попкорном. Вот кукурузская скоро у нас пойдет, да? Пожалуйста, для попкорна отделите и просто наблюдайте. Там будут чудеса на виражах. Так. А ну-ка, для вашего недруга гнев. Здесь какая-то баба кубковая, может просто она по знаку зодиака вода, да, либо же это может быть мать, сестра, то есть любили человека. Вот. Свекруха типа, понимаете, вот туда же, блядь, вот это говно понос этот. Будет очень гневаться. Почему? Потому что вы здесь будете входить в статус королевы кубков, вы будете иметь стабильность, вы будете иметь знания, плодородие, туз пентаклей, ёпта. Понимаете? И еще и будет рядом с вами тот, кто вас любит. И вот понеслась клевета в вашу сторону резко. Будет платить эта баба еще кому-то пытаться. Будет натыкаться еще. Знаете, вот мышка плакала, кололась и продолжала жрать кактус. Ой, ребята, она натыкается на ваши защиты, и там опять мясорубка. Здесь не первый раз уже эта баба хватает по балде, понимаете? Какая бы она там ни была. Даже если их тут несколько, и вы понимаете, о ком здесь речь. Эти бабы будут хватать только так. Если до них не доходит, им ебанут так, чтобы до них дошло. Наконец-то. Возможно, уже по крышке гроба. Знаете, когда земельку бросают, то тогда до них что-то там дойдет. Это уже не ваша проблема. Плюйте на то, что она там кому-то будет за вас что-то рассказывать. У вас ясность и победа будет за вами. На ваши защиты это все натыкается. И я же говорю, туз пентаклей на десятку пентаклей. Ну, ёлки. Нормально все. Все замечательно. Пусть с пеной у рта теперь там тусуются. У вас трансформация девятки кубков валит, понимаете? Трансформацион, ребятушки, победы, успехи, согласие, веселье, наполненность, благополучие. Тогда, когда у вас есть преимущество и физическое, и материальное, и энергетическое. И везде удовлетворительные ответы будете получать. В лотерею можете выиграть. Говорю я и достаю карту солнца. Точно выиграете. Вот. А ну-ка, что это тут за деградация? Разрушение. Ой, смотрите, будут еще бороться за свои надежды. Я только сказала про лотерею. Вот кто-то из ваших недругов побежит уже, блядь, уже, наверное, бежит, обувается в коридоре, чтобы лотерею быстрее вас взять. Они недопонимают, какую лотерею на самом деле вы возьмете. Для них скудный ум. Смотрите, чтобы под видом порядочности не начали лезть в ваше пространство, иначе вы деграднете. Понятно? Работайте лишь над теми отношениями, в которых вкладываетесь вы, вкладываются в вас. И рядом с теми людьми, от которых вам идут блага от высших сил. Вот ваша фортуна. Понятно? Вы начнете встречать людей, при союзе с которыми, неважно в какой сфере жизни, вы будете получать, как этот человек, так и вы. При достойном обмене вы будете получать блага от высших сил. И будет вам сопутствовать успех. Понимаете? Только надо научиться это замечать. И все. Вот такой вот у нас раскладик на сегодня, ребят. Пишите в комментариях, как у вас что проигрывается. Чувствуете ли вы уже данные изменения. Они следят, Бомбагуча пишет.
Да, а что им остается делать-то? Ну, я вам даю процентов дофига, что они и 3% истины не видят. Если вы, ну, реально этот расклад про вас и по защитам, вы понимаете, что пахоты было немерено, вы на определенном уровне находитесь, пусть они себе думают, что хотят, что им влезет. Вот. Благородные чаечки, как наш Арсенчик любит часто, да, писать. Вот под эту фразу можно всех вот этих людишек собрать и отправить туда, по ветру, знаете, по курсу положить вдоль побережья. В общем, не переживайте, пусть смотрят. Они скоро не смогут за вами следить, потому что в их собственной жизни будет все намного интереснее. И фееричнее, я бы сказала. Знаете, взрыв за взрывом будет. Все, ребят, на этом с вами прощаюсь. Осознанным добра и любви этого мира. Ну, всем остальным, естественно, что заслужили. И с теми, кого призывали. Всем пока-пока.